Здравствуйте! Это видео я бы хотел начать с вопроса о том, какой образ предстает перед вашими глазами, когда вы слышите такие термины, как серийный убийца или маньяк. Как, по-вашему, в повседневной жизни себя ведет одержимый убийствами садист или каннибал, который, по разным данным, убил до 500 детей? Как проявляет себя в социальной сфере изверг, сумевший без особого труда втереться в доверие к людям, которые абсолютно ничего о нем не знали? Как он смог убедить этих людей отправить с ним на якобы праздник свою беззащитную 10-летнюю дочь? Как часто у подобных созданий бывают семьи, супруги, дети? Как они себя ведут со своими коллегами по работе, близкими людьми или друзьями, если они у них есть? У большинства людей при упоминании вышеназванных терминов в сознании, как правило, всплывает образ мрачного, нелюдимого, замкнутого человека или, возможно, агрессивного социопата. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди в большинстве случаев будут проецировать все злодеяния убийцы на все остальные аспекты его жизни. Согласны ли вы с тем, что когда вы слышите информацию о маньяке или смотрите о нем видеоролик, вы далеко не сразу начинаете интересоваться обычной стороной его жизни, которая, как правило, довольно часто никоим образом не выходит за рамки закона? Ведь в первую очередь наиболее сильный интерес у окружающих людей вызывает мрачная и жестокая сторона такой личности. Сторона, которая полностью выбивается из общепринятых норм и устоев, которые окружают нас в повседневной жизни. К чему это я? Сейчас объясню. Могу смело сказать, что каждый из вас почти со 100% вероятностью применял в своей жизни относительно других людей фразы наподобие «а я бы никогда и не подумал», «по нему и не скажешь, что он на такое способен» или «в тихом омуте черти водятся». Именно такие выражения можно на 100% применить к объекту нашего сегодняшнего видео Альберту Фишу, также известному под псевдонимами «Лунный маньяк», «Серый призрак», «Бруклинский вампир», «Бугимен» и «Вервольф в истерии». Предполагаемое количество его жертв варьируется от 3 до 500. Если отбросить всю информацию, что нам о нем известно, и просто посмотреть на его фото, то перед нами окажется совершенно безобидный, ничем не примечательный с виду старичок. Думаю, что вы видите, что внешне он ничем не отличается от того самого добродушного или просто непримечательного дедули, живущего с вами по соседству. Стоит также добавить, что он умел произвести на окружающих положительное впечатление. А как иначе он смог бы уговорить практически незнакомую с ним супружескую пару отпустить с ним на якобы праздник свою 10-летнюю дочь, которую он хладнокровно убил и съел? Но об этом чуть позже. Если вы смотрели предыдущее видео в этой рубрике на нашем канале, то вы знаете, что здесь я рассказываю про личностей, которые оставили свой след в медиаиндустрии. Как нетрудно будет догадаться, за Альбертом Фишем также имеется такой след, ведь именно его истории вдохновляли создатели некоторых без преувеличения культовых произведений современной литературы и кинематографа. Также стоит упомянуть, что данный персонаж засветился в игровой и музыкальной индустрии, но обо всем по порядку. В этот раз наш рассказ мы поведем от наименее известных и знаковых произведений, в которых упоминался объект сегодняшнего видео, и до самых известных и культовых. Начнем, пожалуй, даже не с произведения, а просто с факта, а именно, псевдоним участника американской музыкальной группы Мэрилин Мэнсон Джинджер Фиш является комбинацией имени танцовщицы Джинджер Робертс и фамилии Альберта Фиша. Да, кто не знал, Мэрилин Мэнсон — это не только псевдоним Брайана Хью Уорнера, но и название его музыкального коллектива. Также стоит упомянуть и об игровой индустрии. Видеоигра Мазохизия была основана на истории Фиша. Это довольно мрачный психологический инди-хоррор. Так что если вы являетесь поклонником такого жанра, то рекомендую к ознакомлению. Еще отсылки на Фиша появляются в компьютерной игре Салли Фейс, где главного героя Салли Фишера казнят на электрическом стуле за многочисленные убийства. «Алиенист» — первая книга Калеба Карра из цикла Ласло Крайслер, рассказывающая о поимке серийного убийцы, который охотился на несовершеннолетних мальчиков-проституток из трущоб Нью-Йорка конца 19 века. Прототипом маньяка стал Альберт Фиш. Аналогия с маньяком проводится в романе Стивена Кинга и Питера Страуба «Черный дом». Один из антагонистов книги, Чарльз Бернсайд, получает прозвище «Рыбак» от английского «фишермен» и во многом подражает Фишу. Сам Фиш также неоднократно упоминается в данном произведении. Также обязательно стоит упомянуть о том, что отсылка на объект нашего сегодняшнего видео имеется и в довольно известной манге и аниме «Атака титанов». Там в одном эпизоде нам показали двух титанов, над которыми проводила опыты одна из главных героинь. Она их называла Альбертом и Чикачирони. Кстати, имя второго титана — это отсылка к Чикатило. Чикачирони в буквальном смысле с японского означает «Чикатило II». Чуть более подробно хотелось бы рассказать про фильм «Человек в сером» 2007 года выпуска, так как он полностью основан на реальной жизни Фиша.
Режиссером данной кинокартины является Скотт Л. Флинн. Стоит отметить, что это его единственная режиссерская работа. В фильме был показан эпизод из жизни Фиша, когда он вошел в доверие с семьей Бат и смог уговорить мать и отца семейства совершить фатальную ошибку, а именно отпустить с ним свою малолетнюю дочь Грейс на вечеринку по случаю дня рождения его племянницы. Более подробно об этом случае я расскажу немного позже в этом видео. Роль Альберта Фиша исполнил Патрик Башо. Как по мне, вполне себе неплохой актер, но лично я не заметил уж очень сильного внешнего сходства с реальным прототипом. Хотя в целом он вполне себе неплохо справился со своей задачей и показал зрителю образ совершенно обычного, дружелюбного и даже довольно обаятельного на первый взгляд старика. Остальные актеры тоже в целом неплохо справились со своей задачей. Про сам же фильм не могу сказать ничего особенного. Он не тянет не то что на шедевр, но и даже на просто хороший фильм. Тем не менее, назвать его совсем уж плохим тоже не получится. Так что, если вам интересна история Альберта Фиша, то посмотреть этот фильм стоит хотя бы из-за того, что в нем присутствует немалое количество отсылок к реальным событиям. О них я подробнее расскажу далее в видео, когда буду рассказывать про реальную историю Альберта Фиша. А сейчас я вкратце расскажу о вымышленном маньяке, который не особо-то и нуждается в представлении. Ганнибал Лектор. С данным персонажем знакомо подавляющее большинство людей, которые интересуются темой серийных убийц. Создателем этого яркого образа является американский писатель, журналист и сценарист Томас Харрис. Существует мнение, что именно Альберт Фиш является прототипом Лектора, однако при изучении информации к данному видео нам удалось выяснить, что оно не совсем верное. Образ гениального аристократичного доктора-маньяка является собирательным. Сам Харрис рассказал, что на создание персонажа его вдохновил тюремный врач из мексиканского города Монтеррей. Харрис встретился с ним по воле случая. Писатель приехал в тюрьму для того, чтобы взять интервью у заключенного, осужденного за тройное убийство. По прибытии на место Харрис узнал о том, что преступник, к которому он ехал, был ранен при попытке побега. Жизнь ему спас доктор Альфредо Балли Тревиньо, которого Харрис сразу принял за тюремного врача. Но, как оказалось, он сам отбывал пожизненное заключение за жестокое убийство. А именно, когда он работал в сфере медицины, у него случилась ссора с одним из его сотрудников, во время которой доктор перерезал ему горло скальпелем. После этого он расчленил его тело на множество мелких частей и похоронил. От Тревиньо Лектору досталась некая элегантность в манере поведения. Также некоторые детали для создания образа доктора Ганнибала Лектора Томас Харрис взял у Роберта Модсли. Этот убийца отбывает пожизненное заключение за 4 совершенных убийства и изощренные пытки над одной из своих жертв. Он был приговорен к одиночному заключению в камере с прочным стеклом. Как мы можем помнить, в таких же условиях содержался и Лектор. Стоит, кстати, упомянуть о том, что жертвами Модсли были только преступники, а именно убийцы и педофилы. Также существует мнение о том, что Харрис при создании образа Ганнибала Лектора мог вдохновляться историей о Джеке Потрошителя и делом Андрея Чикатило. От Альберта Фиша гениальному маньяку досталась склонность к каннибализму, хотя не исключено, что Харрис при написании своих романов вообще не принимал во внимание историю Фиша. В подтверждение того факта, что образ Лектора является собирательным, можно привести слова самого Харриса в одном из его интервью. «Я не думаю, что когда-либо что-то придумывал. Тебе не нужно ничего создавать в этом мире. Все уже случилось. Нужно только найти историю». Лично я не читал ни одного романа Харриса, но зато смотрел все фильмы, снятые по мотивам его произведений. Первый фильм, в котором публике был продемонстрирован Ганнибал Лектор, это «Охотник на людей» 1986 года. Режиссером данной ленты выступил Майкл Манн. Роль Ганнибала исполнил неплохой актер Брайан Кокс, но вот в роли гениального маньяка, как по мне, выглядел он не очень убедительно. Сам фильм тоже получился весьма спорным и особого впечатления лично на меня не произвел, но он вполне подойдет для одноразового ознакомления. Затем последовала без преувеличения культовая картина «Молчание ягнят» 1991 года выпуска. Режиссером данной ленты выступил Джонатан Демми. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Хопкинс просто превосходно исполнил роль гениального психопата. Вообще, для максимального вживания в образ он проделал довольно тщательную работу, а именно изучил большое количество дел серийных убийц, приезжал в тюрьмы, где наблюдал за ними самими и тем, как их содержат, и посещал громкие судебные процессы. Манеру не моргать глазами во время разговора он позаимствовал у Чарльза Мэнсона при просмотре видеозаписи с его допросом. Также Энтони Хопкинс исполнил эту роль в 2 последующих фильмах: «Ганнибал» 2001 года выпуска и «Красный дракон» 2002 года. К слову, это тоже отличные фильмы, достойные ознакомления. В 2007 году в прокат вышел довольно неплохой фильм «Ганнибал. Восхождение». В этой картине был показан период становления юного Ганнибала, а также причины, из-за которых он стал тем, кем он стал.
Также обязательно стоит упомянуть про телевизионную адаптацию произведений Томаса Харриса, а именно про качественный сериал «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном в главной роли, который прекрасно справился со своей работой. Сам сериал тоже получился очень интересным, хотя и зачастую довольно медитативным. Еще хотелось бы упомянуть один забавный факт из жизни Энтони Хопкинса. Это имеет прямое отношение к его роли Ганнибала Лектора. Вот отрывок из его интервью. «Однажды я ехал в стеклянном лифте отеля с мальчиком и его мамой. Я стоял к ним спиной, и вдруг мальчик сказал, что лифт похож на клетку Ганнибала Лектора. От неожиданности я повернулся, и женщина громко завизжала. А мальчик был очень сильно напуган. Наверное, я нанес ему психологическую травму на всю жизнь». А сейчас пришло время рассказать вам про реальную историю Альберта Фиша. Родился он 19 мая 1870 года в Вашингтоне в семье Рэндалла Фиша и был назван Гамильтоном в честь дальнего родственника. Тем не менее, сам он хотел, чтобы его называли Альбертом. Фиш был самым младшим ребенком в семье. У него были братья Эдвин и Уолтер, а также сестра Энни. Жизнь распорядилась так, что многих членов его семьи не обошли стороной серьезные болезни, как физические, так и психологические. Его сестра страдала сумасшествием, двое дядей умерли в психиатрической лечебнице. Один из братьев умер от водянки головного мозга, а мать, по различным данным, страдала от галлюцинаций и религиозных маний. Глава семейства Рэндалл Фиш поначалу был капитаном речного судна, но к 1870 году он стал производителем удобрений. Он умер от сердечного приступа на станции 6-й улицы Пенсильванской железной дороги в 1875 году в Вашингтоне. Мать отдала Фиша в приют. В те времена в подобного рода заведениях к детям зачастую применялись весьма специфические меры воздействия, например, телесное наказание. Фиша-младшего эта практика также не обошла стороной. В приюте его часто били кнутом, и вскоре он обнаружил, что ему нравится физическая боль. Избиения часто вызывали у него эрекцию, за что другие сироты его дразнили и издевались над ним. Несмотря на это, Фиш даже специально давал на уроках неверные ответы для того, чтобы подвергнуться воспитательным мерам, от которых он получал удовольствие. Некоторое время спустя его мать получила работу и смогла самостоятельно о нем заботиться, но пережитые в приюте обстоятельства к тому времени уже наложили на психику Фиша неизгладимый отпечаток. По некоторой информации, его родственники не единожды заставали его за капрофагией и подглядыванием за другими мальчиками в то время, когда они мылись в общественных банях. Изучая информацию, я вспомнил высказывание небезызвестного Жака Фреско по этому поводу. В 2 видео, что я нашел, он заявлял о том, что Фиш съел около 40 детей. Также он поведал о том, что известный психолог и писатель Фредерик Вертхэм изучал Фиша, пытаясь выяснить, что могло оказать такое влияние на человека в детстве, из-за чего он превратился в такого монстра. Как оказалось, в совсем юном возрасте мать застала Альберта в то время, когда он трогал себя в интимных местах. Она, будучи очень набожной женщиной, устроила своему сыну воспитательный момент, во время которого кричала на него и внушала мысль о том, что за подобное деяние он будет гореть в аду. Как нетрудно будет догадаться, подобного рода внушения не прошли для подрастающего Фиша бесследно, а если быть точнее, они оказали на него чересчур негативное влияние. Ночью мать Альберта проснулась от крика своего малолетнего чада и тут же решила проверить, почему он кричал. Как оказалось, из-за боязни попасть в ад за свои грехи, мальчик решил устранить корень самого греха. Он втыкал иглы в свои половые органы, рассчитывая таким образом искупить свою вину перед высшими силами. В возрасте всего 12 лет Фиш вступил в связь с мальчиком-телеграфистом. В этот же период своей жизни он начал активно посещать общественные бани для того, чтобы наблюдать за другими мальчиками. В 1890 году Фиш приехал в Нью-Йорк, где некоторое время зарабатывал на жизнь проституцией. По его собственному признанию, подобного рода работа не была вынужденной мерой для выживания. Напротив, она была его целью, ради которой он и приехал в Нью-Йорк. Также он заявил, что начал насиловать маленьких мальчиков, несмотря на то, что его мать устроила его брак. В 1898 году он женился на девушке по имени Анна Мэри Хоффман. Она была на 9 лет младше него. У них было 6 детей: Альберт, Анна, Гертруда, Юджин, Джон и Генри Фиш. В 1917 году Анна ушла от Фиша к соседу по дому, и ему пришлось в одиночку воспитывать несовершеннолетних детей. В целом, он вполне нормально обращался со своими детьми, за исключением некоторых, мягко сказать, странных увлечений. Например, он иногда просил мальчиков и его друзей отшлепать его доской, утыканной гвоздями. Внешне его семейная жизнь казалась его соседям вполне приличной и нормальной. Чуть позже он был арестован и осужден за кражу и приговорен к заключению в тюрьме Синг-Синг в 1903 году. Само собой, в тюрьме со своими наклонностями он не испытывал дефицита внимания со стороны других заключенных.
Однажды он рассказал о случае, когда любовник отвел его в музей восковых фигур, где Фиш был очарован разрезом пениса пополам. Как следствие, у него после этого появился болезненный интерес к кастрации. Во время отношений с умственно отсталым 19-летним Томасом Кэденом Фиш связал его и попытался кастрировать, но тот, к своему счастью, смог сбежать. Существует также версия, по которой маньяк отрезал Кэдену половину его полового органа и бросил истекать кровью. Предполагаемое первое убийство Фиш совершил в Уилмингтоне, штат Делавэр, в 1910 году. Жертвой стал мальчик по имени Томас Бэден. На тот момент Фишу было 40 лет. Спустя примерно 9 лет, в 1919 году, он зарезал умственно отсталого мальчика в Джорджтауне. В надежде, что никто не заявит о пропаже инвалида, Фиш стал выбирать в качестве жертв неполноценных людей. Стоит отметить, что отдавал он предпочтение на тот момент никому не нужным афроамериканцам. Иногда он платил детям из богатых семей, и они приводили к нему на расправу уличных беспризорных мальчишек. 11 июля 1924 года Фиш выбрал своей жертвой 8-летнюю Беатрис Килл, играющую в одиночестве на ферме своих родителей в Стейтен-Айленде. Он предложил ей денег, чтобы она помогла ему поискать ревень на соседних полях. Она уже собиралась покинуть ферму с ним, но появилась ее мать и прогнала Фиша. Он ушел, но вернулся ночью и со второй попытки смог похитить девочку. Как именно он с ней расправился, до сих пор остается загадкой. А сейчас более подробно остановимся на том случае, о котором имеется больше информации, а именно на убийстве Грейс Бад. 28 мая 1928 года 58-летний Фиш посетил семью Бадов в Манхэттене, Нью-Йорк, под предлогом найма на работу их сына Эдварда, который за несколько дней до этого подал в газету заявление о поиске работы в сельской местности. Фиш представился как Фрэнд Ховард, фермер из Фармингдейла. В данный момент несложно будет понять, с какой целью он нанес визит этой семье. Его изначальной целью был тот самый Эдвард, который искал работу. Как оказалось, данный юноша был довольно крепок и силен. Такой вполне себе мог дать достойное сопротивление щуплому мужичку не самого молодого возраста. Но в этот момент в дело вмешался злой рок, и Фиш увидел в доме младшую сестру Эдварда, очень милую и красивую 10-летнюю девочку Грейс. Судя по всему, именно в этот момент он принял решение выбрать себе жертву послабее, ведь навряд ли невинная маленькая девочка смогла бы оказать ему хоть какое-то сопротивление. Убийца пообещал нанять Бада и предложил ему $15 в неделю. На тот момент это была очень приличная сумма. Эдвард очень сильно обрадовался и предложил своему без 5 минут работодателю нанять его друга, на что Фиш дал согласие и сказал, что пришлет за ними через несколько дней. Во время своего второго визита он прибыл в квартиру Бадов, прихватив с собой клубнику и свежий творог. Он заявил о том, что эти продукты поставляются прямо с его фермы. Мать семейства Делия Бад уговорила его остаться на обед. Фиш сказал, что вернется позже вечером, чтобы забрать Эдварда и его друга на работу, но сначала ему нужно посетить праздник по случаю дня рождения, который его сестра устроила для одной из своих дочерей. Собираясь уходить, он пригласил Грейс пойти вместе с ним на день рождения его племянницы. Делия спросила, где находится дом его сестры, и он ответил, что она живет в многоквартирном доме на пересечении улиц Колумбус и 137-й. Мать Грейс не хотела отпускать ее с едва знакомым человеком, но супруг убедил ее принять это роковое решение. В тот вечер Фиш и Грейс Бад обратно не вернулись. Бадды сообщили о данном происшествии в полицию лишь утром. Там им сказали о том, что адрес, который называл им Фиш, был вымышленным. 7 лет спустя, в 1934 году, семья Бад получила анонимное письмо, автором которого на самом деле был Фиш. Из-за возможных проблем с продвижением видео здесь на YouTube я не стану зачитывать это письмо, к тому же оно просто мерзкое и циничное. Полную версию этого видео можно будет посмотреть на моем бусте, если вы захотите поддержать развитие канала, а также совершенно бесплатно в моем телеграм-канале. Там же в описании будут указаны тайм-коды тех мест, которые отсутствуют в YouTube-версии этого видео. Ссылки на Бусти и Телеграм я оставил в описании. Миссис Бад была неграмотной и не могла прочитать письмо сама, поэтому вместо этого она попросила прочитать его сына. Позже Фиш признался своему адвокату, что изнасиловал Грейс, однако он был патологическим лжецом, так что это может быть неправдой. Например, когда его ранее спросили об этом в полиции, он сказал, что ему даже в голову не пришло изнасиловать девочку. На конверте с письмом оказалась очень важная улика. На нем была изображена маленькая шестиугольная эмблема с буквами NYPCBA, что означало благотворительную ассоциацию частных водителей Нью-Йорка.
При содействии президента ассоциации было проведено экстренное собрание участников данной организации. Полиция провела экспертизу почерка, но совпадений найдено не было. Затем детектив Кинг, возглавляющий расследование, потребовал членов ассоциации сообщить, не брал ли кто-нибудь из них канцелярские принадлежности ассоциации. Вперед вышел молодой сотрудник и признался, что взял пару листов бумаги и несколько конвертов. Он оставил эти канцелярские принадлежности в доме по адресу 200 Ист, 52-я улица, где ранее арендовал комнату. Хозяйка здания была шокирована, когда ей дали описание Альберта Фиша. Старик выписался из ее ночлежки всего за несколько дней до приезда полиции. Она упомянула о том, что Фиш просил ее сохранить чек, который ему должен был отправить его сын. Вскоре почтовое отделение сообщило детективу Кингу, что перехватило письмо для Фиша. 13 декабря 1934 года хозяйка ночлежки позвонила детективу Кингу. Альберт Фиш прибыл туда для того, чтобы забрать свое письмо с чеком. Поначалу маньяк без возражений согласился проследовать в участок вместе с детективом, но внезапно полез в карман и достал лезвие бритвы, после чего попытался напасть на Кинга. Тем не менее, детектив смог разоружить пожилого маньяка. После ареста Фиша расследование продолжилось, и было доказано, что он совершил еще как минимум 2 убийства. 11 февраля 1927 года 4-летний Билли Гафни играл в коридоре возле своей квартиры со своим 3-летним другом, которого звали Билли Байтон. 12-летний сосед, который присматривал за своей младшей сестрой, пошел присоединиться к мальчикам, но быстро вернулся в свою квартиру, услышав плач сестры. Когда старший мальчик вернулся, то заметил, что 2 Билли нет на месте, и рассказал об этом отцу младшего Байтона. После поисков отец нашел своего сына одного на крыше. На вопрос о том, куда подевался его друг, он ответил, что его забрал бугимен. На следующий день полиция прибыла для расследования происшествия. Показания 3-летнего Билли Байтона они проигнорировали. Детективы предположили, что мальчик мог забрести на соседней улице, потеряться в фабричных зданиях неподалеку или, как самый страшный вариант, он мог упасть в канал Гаванус неподалеку от места происшествия. Масштабные поиски не дали никакого результата. Тело мальчика так и не было найдено. Доказать причастность Фиша к пропаже Билли Гафни получилось, когда в полицию обратился некий Джозеф Михан. Как оказалось, он был водителем трамвая и смог опознать Фиша после того, как увидел в газете его фотографию, которую опубликовала полиция. Михан вспомнил, что тогда Фиш ехал в трамвае с мальчиком, на котором не было куртки. Ребенок постоянно плакал и спрашивал, где его мама. Приметы мальчика совпали с приметами Билли Гафни. Чтобы узнать хоть какие-то подробности о смерти своего сына, мать Гафни посетила Фиша в тюрьме. Его признание я тоже оставлю для публикации на Бусти и в Телеграм-канале, так как оно еще более циничное и мерзкое, чем письмо Бадам. Еще одной доказанной жертвой Фиша был 8-летний Фрэнсис Макдоналл. В июле 1924 года он играл на крыльце своего дома в Чартлин-Вудс на Стейтен-Айленде. Его мать сидела рядом, когда увидела посреди улицы худощавого пожилого мужчину с седыми волосами и усами. Она присмотрелась к странному потрепанному старику, который постоянно сжимал и разжимал кулаки и что-то бормотал себе под нос. В знак приветствия Фиш слегка поклонился перед ней, приподняв шляпу, после чего ушел. Позже в этот же день его снова видели, наблюдающим за тем, как Фрэнсис и еще 4 детей играют в мяч. Он позвал к себе Фрэнсиса. Остальные мальчики продолжили играть в мяч. Несколько минут спустя старик и Фрэнсис исчезли. Сосед заметил мальчика, похожего на Фрэнсиса, идущего в тот день в лесной массив. За ним следовал пожилой седовласый человек. Исчезновение Фрэнсиса его родители заметили лишь к ужину. Его отец, полицейский, организовал поиски. Мальчика нашли в лесу под деревом. Он подвергся жестокому избиению. Его одежда была сорвана с тела, и он был задушен подтяжками. Его избили настолько сильно, что полиция усомнилась в том, что старый бродяга действительно мог такое сотворить. В тот момент полиция рассматривала вариант, что убийца даже был сообщник. В этом убийстве Фиш сознался после суда, в результате которого был приговорен к смертной казни на электрическом стуле. Приговор был исполнен 16 января 1936 года. Один из свидетелей рассказал, что Фиш умер лишь после 2-го пуска тока. Есть предположение, что во время 1-го пуска произошло короткое замыкание. Случилось оно якобы из-за того, что Фиш втыкал в себя иглы в области гениталий. Насколько правдивая информация о замыкании, доподлинно неизвестно. А вот что известно точно, так это то, что в его теле действительно было обнаружено около 29 металлических игл. Альберт Фиш был похоронен на тюремном кладбище Синг-Синг. По недоказанным обвинениям, количество его жертв составляет около 498. Сам же он неоднократно заявлял о том, что у него было как минимум по одной жертве в каждом из 50 штатов Америки. На этом видео подошло к концу. Спасибо всем за просмотр. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение лайк или дизлайк. Подпишитесь на этот канал, на Telegram и, по желанию, на Бусти. Напишите в комментариях видео, на какую тему вы бы хотели увидеть на канале в будущем.
Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.